На самой окраине северного поселка, где темная тайга подступает к оградам, а метели зимой воют так, будто разговаривают с людьми, жил пожилой мужчина по имени Егор. Когда-то его дом был полон жизни. По утрам пахло пирогами, во дворе звучал смех, а вечерами за большим столом собиралась вся семья. Но несколько лет назад он остался один. Супруга ушла после долгой болезни, дети перебрались в города и приезжали все реже. Просторный дом постепенно наполнился тишиной. Егор привык к одиночеству. Он вставал с рассветом, топил печь, носил воду из колодца, чистил снег у калитки. Иногда выбирался на реку проверить сети или уходил в лес за дровами. Вечерами сидел у огня, слушал потрескивание поленьев и смотрел, как тени медленно ползут по стенам. Лес стал для него чем-то большим, чем просто соседством, он стал частью его жизни. Однажды поздней зимой, много лет назад, он услышал в чаще странный звук, жалобный, прерывистый. Сквозь метель он пошел на него и нашел молодого волка, угодившего в старую металлическую ловушку. Зверь был изможден и едва держался. Егор осторожно освободил его, укутав в тулуп, и принес домой. Несколько недель он выхаживал хищника, перевязывал рану, поил теплым бульоном, ночами вставал проверить, дышит ли. Когда пришла весна, окрепший волк ушел обратно в лес. Он не оглянулся, растворился между стволами, и только следы на сырой земле напоминали о пережитом. Прошли годы. Однажды морозным вечером Егор возвращался из леса с охапкой дров. Сумерки уже сгущались, когда перед ним появились трое незнакомцев. Они знали, что он живет один. Их намерения были очевидны: быстрые взгляды, грубые слова, требования денег. Его толкнули, дрова рассыпались по снегу. Егор попытался подняться, но силы были уже не те. Люди чувствовали свое превосходство. И в этот момент лес словно вздохнул. Из темноты донесся глухой, протяжный рык. Мужчины обернулись. На краю поляны стоял крупный волк. Его шерсть казалась почти серебряной в свете луны, а взгляд был неподвижным и внимательным. Он не спешил нападать. Он просто стоял, уверенно, как хозяин этих мест. Один из незваных гостей сделал резкое движение. Волк мгновенно рванулся вперед. Не укусил, не бросился на горло, лишь выбил оружие из рук и заставил отступить. Паника вспыхнула мгновенно. Люди не ожидали такого поворота. В тишине слышалось только тяжелое дыхание и хруст снега под поспешными шагами. Через несколько секунд незнакомцы уже бежали к дороге, не оглядываясь. Егор медленно поднялся. Он посмотрел на волка, и в этом взгляде было больше, чем удивление. Это было узнавание. Зверь тоже не подходил ближе. Они стояли на расстоянии, человек и дикая природа, связанные невидимой нитью прошлого. Никаких жестов благодарности, никаких слов. Лишь короткий взгляд, и волк тихо развернулся, растворяясь среди темных стволов. Снег быстро укрыл следы недавней тревоги. Егор собрал дрова и направился домой. В груди было спокойно. Он понимал, тайга помнит добро.